Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 250 интересных фактов о мире для глубокого сна. Прошу поставить большой палец вверх сейчас до просмотра видео. Это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить, ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра. Начнем. 1. Брюс Ли занимался не только боевыми искусствами, но и танцами. Чтобы улучшить координацию и работу ног, он брал уроки ча-ча-ча. В 18 лет выиграл чемпионат Гонконга по этому танцу. 2. В XVI веке в Венеции за чтение ежедневных новостных листков платили мелкой монетой, газетой. Со временем ее название перешло к самим листкам, откуда и произошло слово «газета». 3. С 1813 по 1846 годы на месте разрушенной Бастилии стоял гипсовый памятник слона высотой 24 метра. 4. В Индии посевы иногда опрыскивают кока-колой. Там она дешевая и уничтожает колорадских жуков. 5. У Уолта Диснея была одна вредная привычка, и на многих фотографиях он держал в руке атрибут этой вредной привычки. Позже для публикации и оформления Диснейлендов этот элемент начали ретушировать, поэтому на снимках Дисней часто выглядит так, будто показывает странный жест двумя пальцами. Со временем этот жест стал частью культуры Дисней. Сотрудникам парков рекомендуют указывать направление двумя пальцами или всей ладонью. Официально это объясняют уважением к культурным традициям разных стран, но многие связывают правила именно с фотографиями самого Диснея. 6. Новозеландский спортсмен Мюррей Халберг после тяжелой травмы в регби навсегда потерял подвижность левой руки. Несмотря на это, он занялся бегом и позже выиграл золотую медаль Олимпиады 1960 года на дистанции 5000 метров. 7. Оригинальный кетчуп готовили из грибов. Томатная версия появилась намного позже. 8. Как некоторые люди разговаривают во сне, так и глухонемые люди могут во сне использовать язык жестов. Исследований на эту тему немного, но такие случаи действительно описаны учеными. Например, один пациент с нарушением фазы быстрого сна активно жестикулировал во сне, потому что его мышцы не переходили в обычное для этой стадии состояние паралича. Исследователи, знавшие язык жестов, смогли по движениям рук частично понять, что ему снилось. 9. Наша планета, а также вся остальная Солнечная система находится в межзвездном космическом пузыре, местном пузыре, где плотность газа водорода в 10 раз меньше средней плотности межзвездной среды. 10. В СССР была улица, названная в 1960 году в честь американского президента Франклина Рузвельта за его вклад в развитие дружественных отношений между СССР и США. Эта улица до сих пор носит его имя и находится в Ялте. 11. Наиболее ценной считается черная икра белуги из Каспийского моря, но самая дорогая ее разновидность – светлая. Икру алмаз получают от белуг-альбиносов, а килограмм оценивается около $24 тысяч. 12. Слово «граната» произошло от слова «гранат». При взрыве осколки разлетаются, как зерна разломанного граната. 13. Кениец Джулиус Его научился метать копье почти без тренера. Главным учебником для него стал YouTube. Он часами смотрел записи выступлений олимпийских чемпионов, разбирал технику по кадрам и повторял движения на тренировках. В начале карьеры у Его даже не было нормального инвентаря, поэтому вместо копья он тренировался с палками. Необычный способ подготовки принес результат. Его получил прозвище «Мистер YouTube», выиграл чемпионат мира 2015 года и стал первым кенийцем, взявшим золото мирового первенства в метании копья. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он также завоевал серебряную медаль. 14. Популярное правило «один кошачий год равен 7 человеческим» на самом деле почти не работает. Кошки взрослеют намного быстрее людей. Уже в несколько месяцев они способны приносить потомство, тогда как у человека подобное наступает значительно позже. Поэтому ветеринары используют другую систему подсчета.
Первый год жизни кошки примерно соответствует 15 человеческим годам, второй добавляет еще около 9, а дальше каждый кошачий год считают примерно за 4 человеческих. 15. Изначально синицей называли лазоревку, птицу с заметной синей окраской. Позже это название стало общим для всего рода, включая большую синицу, хотя у нее самое оперение вовсе не синее, а черно-желтое. 16. Зеленые морские черепахи с возрастом становятся вегетарианцами. 17. Возраст старейшего плодоносящего оливкового дерева на французской ривьере оценивается примерно в 2200 лет. 18. В 1985 году Coca-Cola и Pepsi перенесли свое легендарное соперничество в космос. На борту шаттла Challenger в невесомость отправили по 4 банки каждого напитка. Специально для этого обе компании разработали космические банки объемом около 355 мл, из которых можно было пить в условиях невесомости. Но самое интересное оказалось в стоимости разработки. Coca-Cola создала свою космическую банку примерно за $250 тысяч. Pepsi тоже сделала банку для невесомости, но потратила на проект около $14 миллионов. 19. Белый носорог называется так не потому что белый, а вследствие ошибки перевода. В бурском языке есть слово «вайде» – «широкий», созвучное с английским «white» – «белый». 20. В индийском городе Ахмедабад работает необычный ресторан под названием New Lucky. Он построен прямо на территории старого мусульманского кладбища. Самое странное, что могилы не стали переносить. Столики для посетителей расставлены буквально между надгробиями, которые огорожены металлическими решетками. Несмотря на такую атмосферу, ресторан уже много лет остается популярным. Владелец заведения говорит, что посетителей соседство с могилами совсем не пугает, а наоборот считается добрым знаком. Сотрудники кафе тоже относятся к захоронениям с уважением. Каждый день они протирают надгробия и иногда оставляют на них цветы. 21. Многие чиновники из высшего партийного руководства СССР не имели высшего образования. Среди них Сталин, Хрущев, Андропов и другие. 22. В 1976 году итальянский экономист Карло Чиполло опубликовал эссе под названием «Основные законы человеческой глупости». Первый из них гласит: «Всегда и неизбежно люди недооценивают количество глупцов вокруг них». 23. Пациенты больниц быстрее восстанавливаются после операции, если за окном палаты видна растительность, лес, парк и тому подобное. 24. Первый переводчик романа «Дракула» на исландский язык изменил сюжет, чтобы история стала такой, какой она ему нравилась, и никто не знал об этом более 100 лет. 25. В Швейцарии нельзя иметь одну морскую свинку или попугая. Это очень социальные животные, и содержание их поодиночке считается жестоким обращением. 26. В Швеции рядом с аэропортом Стокгольма старый Boeing 747 превратили в отель. Jumbo Stay открылся в 2009 году, самолет 1976 года переделали, убрав кресла и разместив внутри 33 номера на 76 человек. При этом сохранили часть оригинального интерьера, а один из номеров сделали прямо в кабине пилотов. Гости могли остановиться не только в обычных комнатах, но и, например, в одном из двигателей или на верхней палубе. На крыле оборудовали террасу с видом на взлетно-посадочную полосу. Отель работал более 15 лет, но в 2025 году закрылся из-за банкротства. 27. Австрийский математик Курт Гёдель, автор теорем о неполноте, после переезда в США внимательно изучил Конституцию и заявил, что нашел в ней логическую уязвимость. На экзамене на гражданство он даже сказал судье, что может доказать, как демократическая система теоретически способна законным путем превратиться в диктатуру. Судья, впрочем, предпочел не развивать эту тему и быстро сменил разговор. Позже эту идею назвали «лазейкой Гёделя», но сам ученый так и не объяснил, в чем именно она заключается. С тех пор остаются лишь догадки. Одна из них, что процедура изменения Конституции может быть изменена самой Конституцией, открывая путь к концентрации власти,
Точного ответа нет до сих пор, а история остается одной из самых загадочных. 28. Радуга выглядит как дуга, только если смотреть на нее с Земли. На самом деле она описывает окружность. С самолета, небоскреба или высоко в горах можно увидеть полный радужный круг. 29. Секретный военный проект США, самолет вертикального взлета и посадки «Аврокар», был похож на летающую тарелку. 30. Гана является крупнейшим в мире импортером подержанной одежды. Местные жители называют ее брони-ваву, что переводится как «одежда мертвого белого человека». Это отражает представление о том, что вещи настолько качественные, что их прежние владельцы, должно быть, умерли, раз решили с ними расстаться. 31. Лондонский Сити выплачивает короне ренту за участок земли в графстве Шропшир с 1211 года, однако точное местоположение этого участка утрачено историей. Ежегодный платеж составляет топор и билхук, сельскохозяйственный инструмент, похожий на нож. 32. В США существует странное движение, участники которого всерьез заявляют: птиц не существует, их якобы уничтожили власти и заменили дронами для слежки за гражданами. По их версии, эти птицы сидят на проводах, чтобы подзаряжаться, а все, что мы видим в небе, часть масштабной системы наблюдения. На деле это не теория заговора, а тонкая сатира. Движение придумал студент Питер Маккинда в 2017 году как абсурдную шутку, высмеивающую конспирологию и фейковые новости. Со временем идея вышла из-под контроля, собрала сотни тысяч сторонников и превратилась в массовый интернет-феномен. Своего рода бред против бреда, с помощью которого молодые люди реагируют на эпоху дезинформации. 33. Во время Второй мировой войны Парижская соборная мечеть укрывала евреев от нацистов. Имам мечети помогал им скрываться и выдавал поддельные мусульманские документы, спасая от преследования. 34. У каждого американского штата есть свой официальный цветок. У Калифорнии мак, у Нью-Йорка роза, а у Гавайев желтый гибискус. На этом фоне особенно выделяется штат Мэн, где официальным, так сказать, цветком считается сосновая шишка. 35. У морской пехоты США есть 32-страничный документ, подробно регламентирующий ношение татуировок. Например, татуировки на коленях, локтях и кистях рук, а также на шее и лице, под запретом. 36. Слово «пролетариат» происходит от латинского «пролетариус», производящий потомство, и изначально употреблялось в значении «те, кто полезен государству лишь тем, что имеет детей». 37. В 2007 году Кэтрин Фейгл получила Эмми за роль в сериале «Анатомия страсти». Но уже через год актриса сама отказалась выдвигаться на премию, заявив, что материал нового сезона не считает достойным номинации. После этого внутри команды сериала начался конфликт, и вскоре Фейгл покинула проект. 38. Большинство грибков плохо переносят высокую температуру тела млекопитающих, поэтому теплокровные животные естественным образом защищены от многих грибковых инфекций. Ученые предполагают, что такая особенность могла развиться эволюционно именно как защита от смертельно опасных грибков. 39. Охотник Хью Гласс, главный герой фильма «Выживший», был реальным человеком, которого растерзал медведь-гризли. Гласс выжил и смог простить мужчину, который бросил его умирать. 40. Дэвид Финчер позволил Миту Лоуфу следить за режиссерской работой на съемках «Бойцовского клуба». Тот почти не заходил в свой трейлер, предпочитал сидеть за спиной Финчера, чтобы видеть происходящее его глазами. Более того, он даже помогал решать, какие дубли использовать в некоторых сценах. 41. 24% музыкантов с научной докторской степенью играют в панк-группах, еще 26% в рок-группах, 7% исполняют поп-музыку, а еще 5% оперу, оставшиеся 38% в других жанрах. 42. В Индии выращивают 6 тысяч различных сортов риса. 43. Самка слона из заповедника в Зимбабве по имени Нзоу избегает общества других слонов и уже много лет возглавляет стадо буйволов.
За это время она убила немало самцов-буйволов, пытавшихся оспорить ее лидерство. 44. Клиффхенгер – это художественный прием, при котором повествование обрывается на напряженном или критическом моменте, оставляя исход ситуации неясным и откладывая развязку до продолжения. 45. Имя певца Принц было его настоящим именем с рождения, а не псевдонимом. 46. Американские ученые в 2020 году представили необычную разработку – крошечные живые машины, получившие название ксеноботы. Эти микроскопические организмы размером менее миллиметра, созданные из клеток кожи и сердечной мышцы, выращенных из плюрипатентных клеток африканской шпорцевой лягушки. Несмотря на свои размеры, они способны перемещаться по суше и в воде, работать в группе и даже переносить небольшие объекты. Еще более примечательны их свойства. Ксеноботы могут существовать неделями без пищи, восстанавливаться после повреждений и, по данным исследователей, воспроизводить себе подобных. Ученые уже рассматривают возможные сферы применения, от очистки океанов, от микропластика до точечной доставки лекарств непосредственно в клетки человеческого организма. 47. Актер Шайя Лабаф получил свою первую роль в 11-летнем возрасте, когда, притворившись собственным менеджером, позвонил агенту, номер которого нашел в телефонном справочнике. 48. Вы не поверите, но привычная нам индейка – настоящий гражданин мира, по крайней мере в названиях. В разных странах ее упорно приписывают к другим уголкам мира. На иврите тернегль – индийская курица, по-французски динд – из Индии, по-турецки – хинди, в нидерландском и скандинавских языках – калкоем калкон, название ведет к индийскому порту Каликут, а в английском все еще неожиданнее. Птицу назвали в честь Турции – таркой, но и это не предел. В португальском – Перу, хорватском – Пуран и хинди – Перу, индейку связывают уже с Перу. В ирландском она превращается во французскую курицу – киерч, франках, в бретонском – в испанскую, ярспак, а в малайском – в голландскую курицу, аям-беланда. Складывается впечатление, что ни одна страна не хочет считать ее своей, и каждая отправляет индейку куда-нибудь подальше. 49. В 1923 году американский художник Ман Рэй создал работу «Объект для уничтожения» – метроном с прикрепленной к маятнику фотографией женского глаза. В 1957 году группа парижских студентов ворвалась на выставку, забрала объект, и уже на улице один из них выстрелил в него из пистолета, уничтожив работу. После этого Ман Рэй получил страховую выплату и создал серию из 100 копий, назвав их «Неуничтожимый объект». Сегодня эти версии хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. 50. Ситком «Альф» завершился на драматичной ноте. Главного героя хватают федеральные агенты в тот самый момент, когда он собирается вернуться на родную планету, поскольку сериал закрыли до того, как история получила развязку. Однако позже сюжет все же продолжили и завершили в телефильме «Проект Альф». 51. На изображении двухкамерный китайский чайник «Ассасина», который позволял налить гостю отравленного чая, а себе обычного из одного и того же чайника. 52. Среди драгоценностей австрийской короны есть Айнхюрн, артефакт, когда-то считавшийся рогом единорога. Вероятнее всего, это рог нарвала. 53. Эйфелеву башню перекрашивали 20 раз в оттенки красного, желтого, коричневого и серого. 54. 25% всех известных видов животных – жуки. 55. Сэр Андрей Константинович Гейм, советский, британский и нидерландский физик, единственный в мире ученый, награжденный и Нобелевской, и Шнобелевской премией. Первую он получил за работу по выделению графена, а вторую – за опыт левитации лягушки при помощи магнитов. 56. Согласно подсчетам ученых, на Землю ежедневно падает космическая пыль и мелкие космические тела средней общей массой до 60 тонн. 57. Стебли роз покрыты шипами, а не колючками. В отличие от колючек, растущих прямо из стебля растения, шипы нарастают только на поверхности и легко отламываются. 58.
В Советском Союзе известным производителем шлепанцев «Вьетнамок», тапок, состоящих из 2 ремешков и резиновой подошвы, был завод «Полимер» в городе Сланцы. Название города выдавливали на подошвах, из-за чего некоторые покупатели посчитали, что сланцы – это и есть название обуви. Так слово «сланцы» вошло в обиход как синоним слова «шлепанцы». 59. В Древнем Риме использовалась редчайшая ткань – морской шелк, который получали из нитей, выделяемых моллюсками. Она ценилась буквально на вес золота. Одна туника из такого материала стоила как примерно 500 обычных. 60. Ученые выяснили, что главное предназначение смеха – создавать социальные связи. 61. Голландские колонизаторы внесли значительный вклад в сокращение численности и исчезновение 3 видов крупных кошек – капского льва, балийского тигра и яванского тигра, в том числе за счет охоты и уничтожения их среды обитания. 62. Комик Джон Оливер отказался от ордена Британской империи, потому что не хотел, чтобы его имя ассоциировалось со словами «Британская империя». 63. Индийская ядерная программа от 1974 года носила название «Улыбающийся Будда». 64. Когда братья Уилсоны из The Beach Boys уволили своего отца с поста менеджера из-за его чрезмерного контроля, он в ответ спродюсировал группу The Sun Rays с похожим звучанием. 65. Название Объединенного Королевства Польши и Литвы Речи Посполитой буквально переводится с польского как «общее дело». Точно так же с латыни переводится словосочетание «рес публика». 66. Если спаржу не собирать, она может вырасти до 3 метров и дать красные ягоды, которые ядовиты для человека. 67. Британская телеведущая Джилл Дандо, звезда BBC и лицо популярной программы Crime Watch, где воссоздавались реальные нераскрытые преступления в надежде выйти на след злоумышленников, сама оказалась в центре трагедии, потрясшей всю страну. В 1999 году ее застрелили прямо у порога собственного дома, и это дерзкое убийство мгновенно превратилось в одно из самых обсуждаемых дел своего времени. Несмотря на масштабное расследование и годы поисков, ясности добиться не удалось. Обвинение было предъявлено местному жителю Барри Джорджу, которого приговорили к пожизненному заключению. Однако спустя 8 лет дело пересмотрели, и он был полностью оправдан. В результате убийства, которое шокировало Британию, так и осталось нераскрытым. 68. Пыль из Сахары регулярно переносится ветрами в Амазонию. Ежегодно с ней туда попадает около 22 тысяч тонн фосфора, что примерно компенсирует его вымывание из почв региона. 69. Всемирно известный фокусник Гарри Гудини ненавидел мистиков, спиритуалистов, экстрасенсов, медиумов, людей, наживающихся на доверчивости других. 70. Филологи, изучающие религиозные тексты, выделяют особый прием «пророческое совершенное время» глагола. Это способ говорить о будущем так, будто оно уже произошло. Глаголы ставятся в прошедшее время, чтобы подчеркнуть уверенность и неизбежность предсказания. Например, в книге пророка Амоса грядущие бедствия описаны как свершившийся факт. «Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее». 71. У Винсента Ван Гога был младший брат Тео, который всю жизнь поддерживал его, в том числе финансово, чтобы гений мог творить. Тео умер через полгода после ухода из жизни Винсента и похоронен рядом с ним. 72. Шок перед самым стартом чемпионата мира 1966 года. Главный футбольный трофей исчез прямо с публичной выставки в Лондоне. Полиция была в тупике, страна в напряжении, а поиски Кубка Жюля Риме зашли в тупик. Но неожиданное спасение пришло оттуда, откуда никто не ждал. Обычная прогулка с собакой обернулась сенсацией. Через 7 дней дворняга по кличке Пиклз, обнюхивая кусты в одном из лондонских садов, наткнулась на сверток. Внутри оказался пропавший кубок. Пес мгновенно стал национальным героем. После победы сборной Англии его пригласили на праздничный банкет, где он получил особую награду – право облизывать тарелки чемпионов. 73.
Диктатор Центральноафриканской республики Бокасса в 1976 году объявил себя императором, а спустя 3 года его свергли. Так африканское государство стало последней официальной империей в истории. 74. Ношение очков повышает шансы на успех политического кандидата на выборах. 75. Первый пилотируемый космический полет Юрия Гагарина проходил полностью в автоматическом режиме. Космонавт фактически выступал наблюдателем, а управление кораблем «Восток-1» осуществляла система автоматики. При этом технически у него была возможность в любой момент взять управление на себя, переключив корабль в ручной режим. Интересно, что советские психологи всерьез опасались непредсказуемого поведения человека в невесомости. На случай, если космонавт потеряет контроль над собой, код для отключения автоматики был запечатан в специальном конверте. Предполагалось, что только психически устойчивый человек сможет правильно его прочитать и ввести. Однако непосредственно перед стартом Гагарину все же сообщили этот код, на всякий случай. 76. Солнечное затмение всегда происходит примерно за 2 недели до или после лунного затмения. 77. Название японской иены и корейской воны происходит от китайского слова юань – круглая монета. 78. Любая позиция кубика Рубика размером 3 на 3 может быть решена не более чем за 20 ходов. 79. Эвлахон – тихоокеанская рыба-свеча с очень высоким содержанием жира. Индейцы Северной Америки сушили ее, вставляли фитиль и использовали как свечу. 80. Держава ахеменидов – крупнейшая из когда-либо существовавших империй по количеству граждан. На ее долю приходилось около 44% всего мирового населения. 81. Санкции, введенные Лигой наций против Италии после вторжения в Эфиопию в 1935 году, должны были ослабить режим Муссолини, но дали прямо противоположный эффект. Запрет на импорт и поставки стратегических товаров лишь подогрел националистический пыл. Страна сплотилась вокруг фашистской власти, а пропаганда представила ограничения как атаку на всю нацию. Кульминацией стала масштабная кампания «Золото для Родины». На площадях Рима и других городов открыли пункты сбора, куда люди несли обручальные кольца и семейные драгоценности, получая взамен простые железные. Сам Муссолини с семьей демонстративно сдал все украшения, а лауреат Нобелевской премии Луиджи Пиранделло даже свою медаль, превратив акцию в символ всеобщей жертвы ради государства. 82. В одной капле воды содержится более 1,5 секстиллионов молекул. 83. Нет убедительных клинических доказательств того, что обычный лист подорожника ускоряет заживление ран у людей. 84. Используя 40 цифр числа π после запятой, можно вычислить длину окружности размером с видимую Вселенную с точностью, равной диаметру атома водорода. 85. Невьянская башня на Урале выглядит так, будто вот-вот рухнет из-за заметного наклона, но не падает уже 3 века. Построенная в 1725 году по заказу промышленников Демидовых, она изначально оказалась кривой из-за особенностей грунта и конструкции. Вместо того, чтобы исправлять перекос, строители фактически подстроили верхние ярусы, из-за чего башня приобрела характерный изгиб и стала одной из самых загадочных наклонных построек России. Но еще более поразительная деталь скрывается наверху. С самого начала башня была оснащена устройством, напоминающим молниеотвод. Это произошло задолго до того, как Бенджамин Франклин описал и популяризировал принцип громоотвода в середине XVIII века. Получается, что Уральская башня могла получить защиту от молний раньше, чем это открытие стало известным всему миру факт, который до сих пор вызывает споры и интерес у историков. 86. Палтус рождается с глазами по бокам головы, но левый глаз постепенно, так сказать, переползает на правую сторону рыбы, поскольку кости слева растут у нее быстрее, чем справа. 87. Собак Белку и Стрелку до их исторического полета звали Вильной и Каплей. 88.
На могиле Альфреда Шнитке на Новодевичьем кладбище лежит символичный камень, знак паузы под ферматой, увеличивающий ее длительность, и пометка «Forte Fortissimo» предельно громкого звучания. Все это можно истолковать как оглушающую вечную тишину. 89. Человеческое тело на 99% состоит из всего 6 элементов – кислорода, водорода, азота, углерода, кальция и фосфора. 90. В начале 20 века в ряде стран появились так называемые деньги лепрозориев – специальные монеты и банкноты, которыми разрешалось пользоваться только внутри колонии для больных проказой. Первой такую практику в 1901 году ввела Колумбия. Считалось, что обычные деньги могут переносить инфекцию, поэтому пациентов фактически изолировали не только физически, но и экономически. Позже подобные валюты появились и в других странах. Со временем выяснилось, что эти меры были излишними. В 1938 году в Малайзии провели проверку долго использовавшихся в лепрозории денег, и она показала, что они не представляют опасности для здоровых людей. После этого от специальных валют постепенно отказались. 91. Китай занимает второе место после СССР по числу погибших во Второй мировой войне – 15,5 миллионов жертв. 92. Музыка – это культурная универсалия, что означает, что она существует во всех известных человеческих культурах по всему миру. 93. Помимо обычного шестигранного кубика в настольных играх используют и другие кости – на 4, 8, 10, 12, 20 граней, реже с нестандартным числом. Есть шуточная кость сфера с одной единицей, где любой бросок дает тот же результат. Сфера закиэдр имеет 100 граней и позволяет получать числа от 1 до 100. Существуют и полые сферы с внутренним многогранником и утяжелением. Они останавливаются на одной из внутренних граней. 94. 14 июля 1789 года парижане штурмовали Бастилию не ради освобождения заключенных. На тот момент в крепости находились всего 7 человек, и их освобождение не могло быть основной целью. Гораздо важнее были запасы пороха и оружия, которые хранились внутри и были необходимы для сопротивления королевским войскам. Толпа требовала выдать порох и убрать пушки, направленные на город, но после отказа коменданта началась перестрелка, и в итоге гарнизон капитулировал. 95. Фильм Михаила Колотозова «Летят журавли» получил золотую пальмовую ветвь в Каннах, но для фестиваля его название перевели как «Quant pas les tigognes», когда пролетают аисты. Буквальный вариант «лес груз» Воланд во французском звучал двусмысленно, как «девушки с низкой социальной ответственностью воруют». 96. У людей и других млекопитающих клетки крови образуются внутри костей. 97. Ленивцы кажутся зелеными из-за водорослей в мехе. 98. С 1848 по 1962 год Алжир считался неотъемлемой частью Франции, а не иностранной колонией. 99. Одним из последних зафиксированных случаев, когда применялся требушет, стала осада ацтекской столицы Теночтитлан в 1521 году, которой руководил Эрнан Кортес. Из-за нехватки пороха было решено использовать это метательное орудие, однако попытка оказалась неудачной. Первый же снаряд упал на сам требушет и разрушил его. 100. Арнольду Шварценеггеру запретили озвучивать «Терминатора» в немецкой версии фильма. «Все дело в твоем акценте, Арнольд», — объяснили продюсеры. «Понимаешь, он слишком грубый, сельский, так что, по правде говоря, на немецком ты звучишь как деревенщина». 101. В мае 2018 года Ким Кардашьян сделала селфи на фоне древнеегипетского саркофага в Метрополитен-музее. Снимок привлек внимание сотрудника прокуратуры Манхэттена Мэтью Богданоса, который занимается делами о незаконном обороте древностей. Проверка показала, что это саркофаг жреца бога Хиришефа, который был вывезен из Египта нелегально после разграбления археологических объектов в годы политической нестабильности. Документы, подтверждающие его легальное происхождение, оказались поддельными. В феврале 2019 года музей закрыл выставку, а позже саркофаг вернули Египту. 102.
Крик Тарзана, зарегистрированная торговая марка в США. 103. Мастера гильдии Антверпена, создававшие резные алтари, начали использовать знак гарантии качества еще в 15 веке. 104. В абхазской деревне Дзюбжу еще в 19 веке жили люди африканского происхождения, которые говорили по-абхазски, соблюдали местные традиции и считали себя частью народа. Их происхождение до сих пор остается загадкой. Одни связывают их с Османской империей и работой на плантациях, другие с кораблекрушением у побережья Черного моря. Со временем эта община почти исчезла. Из-за смешанных браков внешние черты постепенно растворились. 105. Король Франции Людовик XIII начал носить парики в 1620-х годах, чтобы скрыть облысение, и именно при нем эта практика стала модной при дворе, а затем быстро распространилась среди европейской аристократии. 106. Столица с самым загрязненным воздухом в мире Дели, столица Индии. 107. Паук вида фоногнатографии делает себе в центре паутины убежище из скрученного листа. 108. Португальский, самый распространенный язык к югу от экватора. 109. В конце XIX века Тихоокеанские острова Самоа оказались в эпицентре гражданского конфликта, в который вмешались мировые державы. США и Германия, соперничавшие за влияние в регионе, направили к берегам Апия по 3 военных корабля. Несмотря на напряженность, суда так и не вступили в бой, оставаясь в гавани столицы Самоа. Но 15 марта 1889 года ситуацию резко изменила стихия. На Апи обрушился мощный тайфун, который потопил и серьезно повредил почти все корабли. Хотя моряки могли заранее распознать приближение шторма и уйти в открытое море, ни одна из сторон не решилась на этот шаг, опасаясь выглядеть слабой. В результате катастрофы погибли около 150 членов экипажей. 110. У древних римлян была 8-дневная неделя. 111. Писатель Льюис, автор «Хроник Нарнии», и Олдос Хаксли умерли в один день с убийством президента Джона Кеннеди, поэтому на их смерть почти никто не обратил внимания. 112. Пассажиры часто воровали солонки из самолетов Virgin Atlantic, и тогда Ричард Брэнсон, владелец Virgin, распорядился написать на дне солонок «Стащено из Virgin Atlantic», что стало бесплатной рекламой его авиакомпании. 113. Ученые видели красноморскую скалистую ласточку Петрохилидон пердита всего однажды, в Судане в 1984 году, и больше она никогда не встречалась. Тем не менее, вид считается существующим. 114. 80% золотых месторождений на планете образовались в результате землетрясений. 115. В 2002 году Британия случайно вторглась в Испанию, после чего извинилась и покинула пределы страны. 116. «Мезонин» группы Massive Attack – первый альбом, записанный на синтетической ДНК. Эту ДНК затем спрессовали в молекулы, разлили по бутылкам и распродали в аэрозольных баллончиках, каждый из которых содержит 1 миллион копий альбома. 117. Брэд Питт, играя Ахиллеса в фильме «Троя», порвал ахиллово сухожилие. 118. Согласно показателям теста IQ, человеческий интеллект повышается с каждым новым поколением. Это явление называется эффектом Флина. 119. Самый известный пират в истории, Черная Борода, активно действовал всего 2 года, с 1716 по 1718. 120. Средний рост мужчины-нидерландца составляет почти 184 сантиметра. 121. Мультфильм «Король лев» изначально должен был называться «Король джунглей», но потом создатели узнали, что львы живут в саваннах, а не в джунглях. 122. Несмотря на то, что Китай занимает 3-е место в мире по площади территории, в этой стране всего 1 часовой пояс. 123. Новозеландец Найджел Ричардс выиграл чемпионат Франции по скрэблу, не умея говорить по-французски. Для этого он 9 недель подряд заучивал слова из французского словаря. 124.
В 2012 году футболист Роналдиньо лишился контракта с Coca-Cola на $750 тысяч из-за того, что сделал глоток из банки Pepsi, стоявшей перед ним во время пресс-конференции. 125. Слово «консьерж» происходит от французской фразы «comte de Sierges» и означает человека, который в средневековые времена зажигал свечи и поддерживал их горение во время важных событий. 126. Человечество ежегодно сбрасывает в мировой океан около 10 миллионов тонн пластика. К 2050 году вес пластика превысит вес всей рыбы в морях. 127. Даже если бы мы перемещались со скоростью света, потребовалось бы 25 тысяч лет, чтобы достичь центра нашей галактики. 128. Самая распространенная фамилия в нашей стране – Смирнов. Далее идут Иванов, Кузнецов, Попов, Соколов, Лебедев, Козлов, Новиков, Морозов и Петров. 129. Сборная Бразилии по футболу – единственная команда, принявшая участие во всех чемпионатах мира. К тому же самая успешная на этом чемпионате. Бразильцы выигрывали его 5 раз. 130. Слоны, живущие в саваннах, способны по голосу человека определить его примерный возраст и пол. Они даже различают языки, на которых мы говорим. 131. Морские львы проходят тесты на интеллект и демонстрируют владение базовой логикой, такой как «если x равен z и y равен z, то x равен y». 132. Жирафы спят, положив голову на круп. Этим животным требуется всего 2 часа сна в сутки. Обычно они спят, используя свой собственный круп в качестве подушки. Круп – это задняя часть спины животного, расположенная между поясницей и хвостом, область крестца и таза. 133. Древние римляне хоронили своих собак и писали им надгробные эпитафии. Одна из подобных эпитафий гласит: «Я в слезах принес тебя на руках к последнему месту отдыха, так же, как я в радости внес тебя в свой дом 15 лет назад». 134. Леонардо да Винчи был вегетарианцем. Он писал в дневниках, что ему очень жалко животных и что он отказался от употребления мяса еще в раннем возрасте. 135. Тефлон, который используется в качестве антипригарного покрытия сковородок, единственный известный нам материал, к которому не прилипают крошечные волоски на лапках геккона. 136. Последний раз все люди были вместе на Земле 2 ноября 2000 года. После этой даты часть людей, крохотная, но все же, отправилась на орбиту, чтобы работать на Международной космической станции. С тех пор МКС работает беспрерывно, а на ее борту всегда живет несколько человек. 137. Цвет теннисных мячей официально называется желтым, хотя более половины людей, по данным опроса, считают, что это зеленый цвет. 138. По оценкам ученых, в недрах Земли скрывается чуть более 1 квадриллиона, единица с 15 нулями, тонн алмазов. 139. В 2009 году, когда инфляция в Зимбабве достигла 231 миллиона %, Центральный банк страны выпустил купюру достоинством 100 триллионов зимбабвийских долларов. 140. Самый длинный интервал между рождением 2 близнецов – 87 дней. Одна девочка родилась недоношенной, а вторая в срок. 141. В 1845 году 79 человек погибли при обрушении моста из-за того, что на нем собралась большая толпа, чтобы посмотреть, как 4 гуся тянут вверх по реке клоуна в ванне. 142. Вопреки распространенному мифу, сахар не вызывает гиперактивность у детей. Миф основан на одном единственном исследовании 1974 года, которое так и не удалось подтвердить. 143. Всего 100 лет назад, в 1922 году, Британская империя находилась в расцвете. Британское правление охватывало около четверти территории Земли и управляло 458 миллионами человек, что в то время составляло четверть мирового населения. 144. Вернувшись из космоса, астронавт Скотт Келли обнаружил, что стал на 5 сантиметров выше своего брата-близнеца. 145. Среднее время перехода в сон здорового человека составляет от 10 до 20 минут.
146. Лимоны плавают, а лаймы тонут. Плотность лаймов немного выше, чем плотность лимонов. 147. На изображении анский канделябр геоглиф в Перу, 2 век до нашей эры. 148. Ренин – сычужный фермент, который створаживает молоко для изготовления сыров. Без него невозможно приготовить пармезан и другие высококлассные сыры. 149. Карнаубский воск, который добавляет в желейных мишек, является также компонентом автомобильных лаков. Однако есть существенная разница. В желейном мармеладе содержится всего 2% этого воска, в то время как в лаках его содержание достигает 30%. 150. Согласно современной норме языка, к мужчине неприменима формулировка «я кушаю», только «я ем». 151. Лампочки в нью-йоркском метро имеют нестандартный цоколь. Резьба на нем идет против часовой стрелки, а не наоборот, как в обычных лампах. Такая простая мера эффективно предотвращает воровство лампочек. 152. Вращающиеся двери предотвращают перепад температуры в здании и потерю тепла. Собственно, для этого их и устанавливают в торговых центрах и других общественных местах с высокой проходимостью. 153. Настоящее имя Махатмы Ганди – Махандас. Махатма – это не имя, а титул, означающий «великая душа». 154. Исследования показали, что малыши улыбаются вовсе не бездумно, как считалось ранее, а с определенной целью – вызвать ответную улыбку у своих родных. Им нравится видеть улыбку, поэтому они улыбаются сами. 155. Резцы бобров имеют оранжевый оттенок, потому что в них содержится железо. Это железо упрочняет зубы и улучшает способность бобров перегрызать стволы деревьев. 156. Чтобы лучше ориентироваться в полной темноте, следует закрыть глаза. В этом случае мозг обострит другие чувства – слух, обоняние, проприоцепцию и так далее, которые частично компенсируют отсутствие зрения. 157. У Луны есть атмосфера, но она настолько тонкая, что ученые не берут ее в расчет. Общая масса атмосферы Луны примерно равна массе автобуса. 158. Перья фламинго от природы не розовые. Розовый цвет фламинго получают от креветок, которыми питаются. По-видимому, сами фламинго считают этот цвет очень красивым. Нерозовые фламинго не могут найти себе пару. 159. 95% звезд, которые когда-либо будут существовать, уже родились. Темп звездообразования в наше время в 30 раз ниже, чем был во время пика 11 миллиардов лет назад. 160. Речевой тракт макак способен легко воспроизводить необходимый диапазон звуков для разговорной речи, но их мозг не имеет речевых центров. 161. Монгольская армия во главе с 2 внуками Чингисхана вторглась в почти половину европейских государств. Если бы правящий хан не погиб на охоте, они могли бы захватить весь континент. 162. Из всех планет Солнечной системы Венера своей массой, размером и орбитой больше всех похожа на Землю. 163. Вкусовые рецепторы расположены по всему телу. Основная их часть сосредоточена на языке, но это не все. Вкусовые рецепторы были также обнаружены в желудке, легких, кишечнике. 164. В отличие от большинства млекопитающих, организм ленивца не способен регулировать свою температуру, он полностью зависит от окружающей среды, поэтому ленивцы обитают только в тропических лесах, где достаточно тепло круглый год. 165. Более 50% пилотов признавались, что умудрялись заснуть во время полета. Из них 29% сообщили, что когда они проснулись, второй пилот тоже спал. 166. До 1990 года картофель фри в Макдональдсе жарили на говяжьем жире. В 90-е говяжий жир стал считаться вредным, и с тех пор картошку фри жарят на менее вредном растительном масле. 167. Гамбийских хомяковых крыс можно обучить по запаху выявлять туберкулез. Одна крыса способна за 10 минут проанализировать больше образцов, чем лаборант за день. 168.
Чтобы пройти пешком вдоль всей Великой Китайской стены, потребуется около 18 месяцев. 169. Парагвайская война была настолько катастрофической для мужского населения Парагвая, что к концу войны соотношение женщин и мужчин в стране составляло 20 к 1. В живых осталось всего около 26 тысяч взрослых мужчин. 170. Юпитер – самая быстро вращающаяся планета в Солнечной системе. Один ее оборот длится чуть менее 10 часов. 171. В русском переводе мультсериала «Утиные истории братьев утят» Хьюи, Дьюи и Луи зовут Билли, Вилли и Дилли. Интересно, что Билли и Вилли – это сокращение одного и того же имени – Уильям. 172. В немецком языке есть слово «драхенфутер» – «корм дракона». Так называют подарок жене, которым муж пытается загладить вину. 173. Когда нацисты сожгли книги Зигмунда Фрейда, тот сострил в ответ: «Какой прогресс демонстрирует человечество? В Средневековье сожгли бы меня самого, а эти удовлетворились всего лишь книгами». 174. Хотя человекообразные обезьяны способны выучить язык жестов и общаться на нем, они никогда не задают вопросов. Кажется, им недоступно понимание того, что другие обезьяны или люди могут владеть информацией, неизвестной им. Это качество принципиально отличает обезьян от людей. 175. Компания Kodak сняла с производства свою знаменитую фотопленку Kodachrome в 2009 году. Последняя выпущенная катушка этой пленки была подарена фотографу, сделавшему знаменитый на весь мир портрет афганской девушки Стиву Маккари. 176. Купол Пантеона в Риме – самый большой неармированный бетонный купол в мире. Даже спустя почти 2000 лет с момента постройки купол не демонстрирует ни малейших признаков усталости материала и просадки. 177. В 2013 году инженеры нашли способ записать целый петабайт, 1 миллион гигабайт, информации на лазерный диск. 178. Космонавты выращивают овощи и зелень на МКС. Свежими огурцами и душистой петрушкой можно наслаждаться и на орбите. Помимо них на Международной космической станции выращивали рукколу, тюльпаны и некоторые другие виды трав. 179. Наложение грима для фильма «Гринч. Похититель Рождества» занимало 8,5 часов каждый съемочный день. Это было настолько мучительно, что Джиму Керри пришлось обратиться к эксперту по пыткам ЦРУ, чтобы тот дал совет, как это выдержать, рассказал Джим в шоу Грэма Нортона. 180. Луна представляет собой не сферу, а сфероид. Она не круглая, а скорее яйцевидная. Но к Земле Луна всегда обращена своей широкой стороной и кажется нам абсолютно круглой. 181. Сиденья в автобусах и других видах общественного транспорта чаще всего обивают пестрой узорчатой тканью, для того, чтобы снизить заметность пятен и разводов от пролитых жидкостей. 182. Исследование университета Коннектикута показало, что холестерин в яичных желтках не представляет опасности для здоровья человека и не способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, как считалось ранее. 183. Песок на японском пляже Хошизуна-Нахама называют звездным, потому что многие песчинки имеют форму звезды. Эти уникальные песчинки – остроконечные ракушки миллионов крошечных морских существ под названием фораминиферы. 184. Шерстистые мамонты были такого же размера, как и африканские слоны, вопреки распространенному мнению, что они были намного больше. 185. Ботаникам при наименовании новых видов растений приходилось делать им длинные подробные описания на ботанической латыни вплоть до 2012 года, когда это правило было, наконец, отменено на Международном ботаническом конгрессе в Мельбурне. 186. Находясь под водой, бобры могут задерживать дыхание на 15 минут, а их веки прозрачны и действуют как плавательные очки. 187. Платину раньше считали неправильным серебром и выбрасывали, чтобы не путалось под ногами. Только позже, когда ювелиры из Испании обнаружили, что платина отлично сплавляется с золотом, ее стали использовать как ювелирное сырье.
188. Общее натяжение всех струн настроенного пианино составляет около 20 тысяч килограммов. 189. Open Space снижают продуктивность. Исследования показывают, что в таких офисах у сотрудников меньше мотивации искать творческие решения и ниже удовлетворенность работой. 190. Прическа принцессы Леи была вдохновлена мексиканскими революционерками. Укладка в виде пончиков по бокам головы навеяна прическами, которые носили аделиты, мексиканские революционерки, феминистки и общественные деятельницы. 191. По неизвестной причине жители США сильнее других поддаются влиянию плацебо. Это затрудняет проведение клинических испытаний новых препаратов. 192. Самец жирафа привлекает внимание самки, покашливая. 193. Белые медведи-ирландцы. Они произошли от древних белых и вымерших ирландских медведей, чьи гены по материнской линии сохранились у всех современных особей. 194. Ногти на руках растут в 3 раза быстрее, чем на ногах. 195. На Марсе закаты голубого цвета. 196. Существует 3 разных вида морских животных, называемых зайцами: морской заяц-рыба, морской заяц-моллюск и морской заяц-тюлень. 197. У наименьшей известной человечеству звезды EBLM J055557 AB радиус меньше, чем у Юпитера. 198. Основная причина, почему голубей так много в городах, в том, что эта среда похожа на место их происхождения – приморские скалы Средиземноморья. 199. Во время Второй мировой войны самой большой добровольческой армией была индийская армия, насчитывающая более 2,5 миллионов человек. 200. Имя мистера Пропера меняется в зависимости от страны. В США он мистер Клин, в Германии – мейстер Пропер, а в Испании Дон Лимпио. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео. И только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти 2 пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 201. Волосатость тела коррелирует с высоким IQ. 202. У Барака Обамы есть 2 статуэтки Грэмми за лучший разговорный альбом и за эссе «Смелость надежды», изданное в виде аудиокниги. 203. Луковичный нос – выступающая ниже ватерлинии часть на носу корабля, которая уменьшает лобовое сопротивление, увеличивает скорость и снижает расход топлива на 12-15%. 204. Когда в 1883 году произошло извержение вулкана Кракатау, звук был слышен на 5000 километров. Вероятно, это было самым громким событием в истории. По крайней мере, на памяти человечества. 205. У мухи Гонюрелия триденс, обнаруженной в Оаэ, на крыльях есть рисунки, напоминающие 2 маленьких мух. Считается, что такая мимикрия помогает отпугивать хищников, создавая иллюзию мушиной стаи. 206. Банкнота в 100 тысяч долларов США образца 1934 года является самой крупной выпущенной банкнотой. Она не получила широкого распространения и использовалась для различных операций между банками. 207.
Существуют антивитамины, вещества, подавляющие в организме активность витаминов. Например, тиаминаза, содержащаяся в рыбе, разрушает полезный витамин В1, тиамин, необходимый для работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. 208. Мишура впервые появилась в Нюрнберге, Германия, в 1600-х годах. Богатые люди использовали для украшения елок тонкие нити из настоящего серебра, которые красиво отражали свет свечей, также размещенных на ветвях. А поскольку серебро в то время было очень дорогим, наличие мишуры свидетельствовало о большом достатке. 209. Кости динозавров в музеях на самом деле не кости, а их окаменевшие следы. Органическая ткань разрушилась миллионы лет назад, и со временем ее заменила минерализованная порода, сохранившая форму костей. 210. Когда муравей просыпается, он вытягивает все 6 ног, как бы подтягиваясь, а затем раскрывает челюсти, словно зевая. 211. Басенджи или африканская нелающая собака – одна из древнейших пород. Они не умеют лаять, но издают характерные звуки, напоминающие урчание или йодель, которые слышны чаще всего, когда собака чем-то увлечена. 212. В Таиланде есть специальный королевский язык, диалект, который используют монархи и простые люди в тех случаях, когда говорят или пишут о монархах. 213. Следы, оставленные астронавтами на Луне, если их ничто не потревожит, останутся там на несколько тысяч лет, пока не покроются космической пылью. 214. В жидкой и твердой формах кислород выглядит бледно-голубым. 215. В семейство крапивные, кроме трав-сорняков, входит около 40 видов кустарников и высоких деревьев. Гигантское крапивное дерево Dendrocnide excelsa, растущее в Австралии, сплошь покрыто жгучими волосками, как у обычной крапивы, но гораздо более ядовитыми. 216. Британская королевская почта имеет собственную полицию, существующую уже более 300 лет и являющуюся старейшей службой уголовного розыска в мире. 217. В зоопарке Сан-Диего сотрудники поднесли выдр поближе к посетителям во время лекции, чтобы участники смогли рассмотреть их получше. Мама выдра с гордостью продемонстрировала своего детеныша, что вызвало бурю эмоций и восхищения у детей. Затем ее партнер тоже вышел вперед, но не с детенышем, а с гладким камешком, который он держал в лапах словно сокровище. Он сел, словно ожидая аплодисментов. Отметим, что выдры часто привязываются к любимым камешкам и носят их как сокровища. 218. Золотой баран и каменный лев, найденные в гробнице на археологических раскопках в Гонур-Депе от 2400 до 1600 года до нашей эры в Туркменистане. Палец на заднем плане показывает нам, насколько крохотны эти фигурки, демонстрируя необычайное мастерство мастеров. Гонур-Депи – один из главных городов цивилизации Окса, или иначе Бактрийско-Маргианского археологического комплекса, которая развивалась с конца 3-го по начало 2-го тысячелетия до нашей эры. Гонур-Депи, по-видимому, был в это время столицей Маргианского царства. 219. Теорема Евклида, начертанная за 1500 лет до рождения Евклида. Это глиняная табличка с геометрическими и арифметическими вычислениями, повторяющими теорему древнегреческого математика отца геометрии Евклида. Ее создали в Шадупуме, Месопотамия, примерно в 3-2 тысячелетии до нашей эры. Евклид родился около 325 года до нашей эры. 220. Это не динозавр, но очень хочется, чтобы был. Смотришь на него на фоне океана, и мозг дает сбой. Это вообще из нашего времени. Перед вами Varanus comodaensis, самая крупная ящерица на планете. И это полностью современное животное. Почему он выглядит как доисторический? У варана очень старый дизайн тела. Тяжелая голова, длинный хвост, когти, низкая посадка, почти копия древних хищных рептилий. Та же логика формы. Максимум силы, минимум изящества. Но главный эффект дает размер. До 3 метров длины и под 90 килограммов веса, и вот уже обычная ящерица превращается в динозавра. Пока гигантские хищники вымирали на материках, эти ребята тихо ушли на острова Индонезии. Изоляция сделала свое дело, ведь здесь почти нет конкурентов, много добычи и минимум угроз.
Эволюционный рай, да и только. В итоге варан стал вершиной пищевой цепочки. И да, он куда опаснее, чем кажется. Это немедленный ящер. Он может резко разогнаться до 20 км в час. Сможете убежать, если неожиданно рванет так. Чует добычу за километры, а его укус – это не просто травма. В слюне гремучая смесь неприятных бактерий и слабого яда. В целом получается забавно. По сути, древний мир рептилий не исчез. Он просто спрятался на островах. 221. Золотой шлем Мискаламдуга. В первой трети прошлого века на протяжении 12 сезонов, с 1922 по 1934 год, на руинах древнего города-государства Ур вел раскопки видный английский археолог Чарльз Леонард Вулли. В начале 1927 года его экспедиция приступила к исследованию городского кладбища, чей возраст составлял не менее 4200 лет. Позднее ученый так вспоминал об этой работе. Должен признаться, что научная обработка 2000 захоронений из-за однообразия наскучила нам до крайности. Почти все могилы были одинаковыми, и, как правило, в них не оказывалось ничего особенно интересного. Но вот под инструментом землекопов обнажился цилиндрический вертикальный колодец, который переходил под захоронением в горизонтальный лаз. Сначала Вулли предположил, что эти следы оставлены древними расхитителями могил. Но более детальное исследование показало, что верхний некрополь имеет под собой своего рода нижнее кладбище, состоявшее из 16 царских захоронений первой династии Ура. Правда, неразграбленными оставались только 2 из них. Но и они принесли ученым массу удивительных находок и открытий. Среди множества золотых и серебряных изделий, нередко украшенных драгоценными камнями, ученые обнаружили шлем, выкованный из чистого золота. Отличавшийся тонкостью чеканки и изяществом исполнения, имевший вид пышной прически и человеческие уши, он глубоко надвигался на голову и прикрывал лицо щечными пластинками. В этой же могиле были найдены 2 золотых сосуда, на которых повторялось имя владельца шлема – Мискаламдуг, герой страны Благой. Очевидно, речь шла о принце царской крови. Вулли зафиксировал в своем дневнике, даже если бы от шумерского искусства ничего больше не осталось, достаточно одного этого шлема, чтобы отвести искусству древнего Шумера почетное место среди цивилизованных народов. Все раритеты из царских гробниц Ура были переданы в Национальный музей Ирака, основанный в Багдаде в 1923 году. 222. Башня Гуиниджи – кирпичная средневековая башня в городе Лукка в регионе Тоскана, Италия. Образец местной романо-готической архитектуры. Одна из немногих сохранившихся башен старого города. Отличительная особенность, сделавшая башню визитной карточкой Лукки – маленькая дубовая роща на ее вершине. 223. На вас смотрит красным глазом ворновида. Это такое одноклеточное, типичный планктон. По происхождению водоросль, но утратившая способность к фотосинтезу и ставшая хищником. Бывает и такое. У ворновиды, как и у нас, сложный камерный глаз. Свой глаз ворновида сделала из хлоропластов и митохондрий. Хлоропласты, потерявшие способность фотосинтезировать, сменили профессию и стали подобием светочувствительных рецепторов сетчатки. Из множества митохондрий, связанных в единую систему, получился аналог роговицы, а линза, фокусирующая свет на сетчатке, сделана из мембран эндоплазматической сети. Предполагают, что глаз помогает ворновиде следить за движениями своих жертв, на которых ворновиды могут охотиться с помощью клеточных гарпунов, нематоцист. Некоторые из одноклеточных, которыми питаются ворновиды, флуоресцируют, поэтому их хорошо видно, если у тебя есть глаза. А когда какая-то способность дает такие преимущества, она появляется, будь ты хоть вчерашняя водоросль. Поэтому на протяжении эволюции глаз много раз создавался из подручного материала самыми разными существами. 224. Почему Австралия – это почти одна большая пустыня, а Южная Америка – сплошные джунгли, хотя они на одних широтах? Если посмотреть на карту, Австралия и Южная Америка лежат примерно на одном уровне относительно экватора. Но разница между ними огромная. В Австралии засуха и пески, в Южной Америке буйные леса Амазонии. Почему так? Дело не только в широтах, но и в рельефе. Главное отличие – горы.
Австралия – самый старый и плоский материк. Ее горы давно разрушились, их высот не хватает, чтобы ловить влагу из атмосферы, поэтому большая часть континента – это засушливые территории и пустыни. Дождевые облака проходят мимо, и только побережья получают хоть немного осадков. А вот Южная Америка защищена мощной системой Анд. Они тянутся почти на 9000 километров и достигают высот до 7000 метров. Это одна из самых молодых и активных горных цепей планеты. И она отлично работает как климатический барьер. Облака с Атлантики несут влагу. Когда они доходят до Анд, их поднимает вверх, и влага выпадает в виде дождя. В результате восточная часть континента влажная и плодородная. Здесь сформировался бассейн Амазонки. Один из самых дождливых и богатых на жизнь регионов мира. А на западной стороне Анд, куда облака уже не добираются, находится самая сухая пустыня на планете – Атакама, и она тоже лежит на тех же широтах, что и Австралия. В итоге не только широта влияет на климат, но и рельеф. Горы могут превращать засушливую территорию в зеленый рай, или наоборот, перекрывать доступ дождям и превращать все в пустыню. 225. Одноклеточный – это больше не оскорбление. На изображении одна клетка вашего тела. Сложность ее поражает. Это реконструкция на основе научных данных и результатов электронной микроскопии. Если растянуть ДНК всех клеток вашего тела в одну нить, получится около 70 миллиардов километров. Это расстояние от Земли до Солнца и обратно более 200 раз. Количественная протеомика Nature, 2018 год. Впервые точно посчитала. Средняя человеческая клетка содержит примерно 42 миллиона молекул белка более 10 тысяч разных типов. Если бы каждый белок был человеком, внутри одной клетки уместилось бы 5 населений Земли. Еще недавно считалось, что митохондрии навсегда заперты внутри своей клетки, но исследования 2021-2023 годов показали, клетки передают митохондрии друг другу через тонкие нанотрубочки. Здоровые нейроны подкармливают поврежденных собратьев энергетическими станциями. Каждый день вы производите АТФ примерно на свой собственный вес – 85 килограммов, например. Внутри митохондрий крутятся молекулярные турбины со скоростью 300 оборотов в секунду, синтезируя энергетическую валюту клетки. В теле ее всего 250 граммов, но каждая молекула живет около минуты и пересобирается заново. 226. В Китае для защиты от солнца иногда используют лист лотоса. Он блокирует прямые солнечные лучи и постоянно испаряет влагу, создавая вокруг лица зону прохлады. Сначала этим способом пользовались только в китайских деревнях. Едешь на мопеде и в голову не дует, и солнце не жарит. Потом тренд дошел и до городских. Но они что, лишь бы фотографии наделать? Без души как-то, без понимания. 227. Даман – это одно из самых удивительных существ на планете, глядя на которое почти невозможно угадать его истинное происхождение. С виду это упитанный пушистый зверек размером с кошку, напоминающий не то сурка, не то перекормленного кролика. Но внешность обманчива. Самое невероятное в Дамане – это его родственники. Согласно генетическим и анатомическим исследованиям, ближайшим современным родственником этого пушистика является слон. Конечно, они разошлись в эволюции миллионы лет назад, но у них до сих пор много общего. Бивни. У даманов есть два верхних резца, которые растут всю жизнь и по сути являются крошечными бивнями. Копыта. На лапах дамана нет когтей в привычном понимании. Их пальцы заканчиваются плоскими, похожими на копыта ногтями. Скелет, строение челюсти и стоп у них гораздо ближе к слонам, чем к грызунам. Даманы живут в Африке и на Ближнем Востоке, предпочитая скалистые участки. У них есть несколько уникальных фишек. Липкие лапы. Кожа на их подошвах всегда влажная из-за особого секрета. Это работает как присоски, позволяя даманам почти вертикально взбегать по гладким камням. Солнечные ванны. У даманов плохая терморегуляция. Каждое утро они устраивают коллективные прогревания на камнях, плотно прижавшись друг к другу, чтобы накопить тепло. Встроенные солнечные очки. Зрачок дамана защищен специальной радужной оболочкой, которая позволяет ему часами смотреть прямо на палящее солнце. Это нужно, чтобы вовремя заметить хищную птицу. 228. На изображении фрагмента церемониальных доспехов эпохи Ренессанса с искусной чеканкой и травлением.
Доспех 1575 года, Франция, хранится в Метрополитен-музее. 229. Эти фото НИИ или фотошоп? Американский астрофотограф-самоучка Эндрю Маккарти создал этот шедевр, используя только свой талант – телескопы и парашютиста. Эндрю и его друг, блогер и скайдайвер Габриэль Браун, задумали дерзкий план. Габриэль выпрыгивает с высоты 1000 метров, а Эндрю снимает его на телескопы с расстояния 2,5 километров. 8 ноября 2025 года в пустыне Аризоны все и случилось. Эндрю в прямом эфире следил за самолетом и по рации координировал пилота и скайдайвера. Это было непросто. Потребовалось 6 заходов, чтобы поймать идеальный момент. Но результат того стоил. Легендарное фото получилось с первой попытки. Снимку дали поэтичное название «Падение Икара» с отсылкой к древнегреческому мифу. 230. Ученые обратили внимание на одну интересную особенность. Муравьи, которые запасают на зиму семена и зерна, обязательно раскалывают каждое из них надвое, прежде чем спрятать в муравейнике. Это потому, что разбитое на 2 части зернышко никогда не прорастет, даже если поместить его в идеальные для этого условия, а в муравейнике как раз идеальные. Но затем ученые увидели, что семена кориандра муравьи всегда раскалывают не на 2, а на 4 части. Они заинтересовались этим и в лабораторных условиях выяснили, что кориандр – единственное растение, зерна которого могут давать ростки даже в том случае, если их расколоть надвое. Но если на 4 части, тут уже все, фаталити. Теперь вы знаете больше. 231. Так называемая башня Рапунцель в Англии – это башня короля Альфреда, впечатляющий монумент высотой 49 метров. Она строилась 17 лет, с 1762 по 1779 год по проекту архитектора Генри Флиткрофта, и для ее возведения было использовано более 1 миллиона красных кирпичей. Башня выделяется на фоне окружающего ландшафта своим уникальным дизайном и величественным обликом, служит ориентиром и восхищает масштабами и мастерством исполнения. Башня короля Альфреда имеет большое историческое значение. Считается, что именно здесь в 878 году король Альфред Великий собрал войска для победы над вторгшимися викингами в битве при Эдингтоне. Эта победа стала поворотным моментом для Англии. Лидерство Альфреда сыграло ключевую роль в защите королевства и формировании будущей нации. Таким образом, башня служит вечной данью уважения этому событию и наследию Альфреда. Сегодня башня продолжает привлекать посетителей не только историей, но и архитектурной элегантностью. Она стала символом английского наследия, объединяя легенду, историю и мастерство, сохранившие сооружение на протяжении веков, и восхищает всех, кто ценит красоту и значимость исторических памятников. 232. В Шанхае прошли соревнования по сну в лесу. Победитель получил 33 тысячи рублей. Участникам поставили кровати прямо в лесу и предложили проспать 7 часов. Телефоны, разговоры и вставания запрещены. Поход в туалет означает автоматическую дисквалификацию. Качество сна фиксировали датчики, отслеживающие пульс, дыхание и движение глаз. Отдельный приз предусмотрен за самое быстрое засыпание. Главная награда – 3000 юаней. Около 33 тысяч рублей. Желающих поучаствовать оказалось больше 400 человек. 233. На этом фото не игрушечные домики, а полноценные городские дома с несколькими этажами, каждый из которых имеет площадь примерно от 135 до 150 квадратных метров. Это город Копенгаген, район Картофелракерне, что буквально означает «картофельный ряд». Район был построен в XIX веке для рабочих, но сегодня считается одним из самых дорогостоящих, привлекательных и атмосферных мест для жизни. 234. Остров, который выбрал человека. В начале 1960-х английский редактор Брэндон Гримшоу купил крошечный остров Моэн на Сейшелах примерно за $13 тысяч. Место было заброшенным, без постоянных жителей, зарослями кустарника и редкими деревьями. Он не искал экзотику ради отдыха, скорее тишину, в которой можно начать все заново. Гримшоу перебрался туда не сразу, но когда это случилось, его жизнь сузилась до простых вещей – земля, вода и терпение. Вместе с местным жителем Рене Лафортуаном он начал возвращать этому месту облик зеленого уголка.
Они высаживали деревья постепенно, без спешки, и в итоге их число превысило 16 тысяч. Проложили тропы, водоемы расчистили, а вместе с водой вернулась и жизнь. На остров вновь заселились птицы, а главное, здесь прижились гигантские альдабрские черепахи. С годами Муен стал редким примером того, как настойчивость одного человека способна изменить целый ландшафт. Гримшоу не стремился сделать из него прибыльный проект. Напротив, он отказывался от предложений продать остров, включая весьма крупные суммы, потому что считал, что такие места должны оставаться доступными и защищенными. В 2009 году Муен получил официальный статус национального парка, самого маленького в мире. Это решение закрепило то, что фактически уже произошло. Остров перестал быть забытой точкой на карте и стал охраняемой территорией. Гримшоу прожил здесь всю жизнь и умер в 2012 году. Его история не про героизм в привычном смысле, а про упорство и верность выбранному пути. Иногда кажется, что остров не был им покорен. Скорее наоборот, именно он однажды выбрал человека и удержал его до конца. 235. Когда-то вся Европа жила без привычных домашних котиков. В лесах шастал один единственный вариант – дикая лесная кошка – Фелис сильвестрис. И это тебе не домашний мурлыка, а полноценный хозяин леса. Злой, осторожный и абсолютно независимый. Такие встречаются и сейчас, но редко. И вот важный момент – приручить ее невозможно. Вообще. Никаких кис-кис и тарелочек с лакомством. Максимум, что ты получишь, это холодный взгляд и желание держаться от тебя подальше. Так что твой кот, который орет в 5 утра и требует еду, это, по сути, сильно упрощенная версия вот этого дикого лесного босса. 236. Город, который находится в двух странах одновременно. Речь идет про место Барли-Нассау, где граница между Бельгией и Нидерландами проходит прямо сквозь жилые дома. Границы здесь размечены буквально на улицах, а определить, в какой стране вы находитесь, можно по флагам на номерах домов и машин. В некоторых случаях границы разделяют буквально входные двери домов. Также на каждой территории действуют свои законы. К примеру, бельгийские магазины закрываются в воскресенье, а нидерландские работают. Возрастное ограничение на продажу горячительного в Нидерландах составляет 18 лет, а в Бельгии – 16. Поэтому, если подростков отказываются обслуживать в нидерландском баре, они идут в бельгийский. Также у большинства жителей Барли-Нассау и Барли-Хертега двойное гражданство и удостоверение личности обоих государств. 237. Так выглядит гейзер Строккюр перед извержением. Не исключено, что в этих местах когда-то купались викинги. Они обожали гейзеры. Именно здесь они изобрели прото-джакузи для релакса после набегов. Викинги не просто купались, они устраивали банные пиры у гейзеров, смешивая горячую воду с холодной из рек. Саги описывают, как они варили мясо прямо в кипящих источниках. Строккюр находится в долине Хейкадалюр, месте, где гейзеров много. Самый известный здесь гейзер называется Гейсир. Он выбрасывает кипяток на высоту до 70 метров, однако извергается очень редко, раз в несколько лет. А в обычное время выглядит как зеленое озерцо. Строккюр же, который на фото, извергается стабильно каждые 10 минут. На глубине его вода нагревается до кипятка, и из-за разницы в давлениях происходит выброс воды. А стабильно часто извергается он из-за пробки из кремнезема, которая лопается под давлением. 238. В сельских районах Испании есть такие вот кровельные плитки. Их называют «друзьями сычей». Это что-то вроде программы бесплатного жилья для специалистов. Сычи лучше всяких пестицидов борются с вредителями, мелкими грызунами и насекомыми. И экология не страдает. В общем, все в выигрыше. Кроме, конечно же, вредителей. 239. В 2010 году в австралийском штате Новый Южный Уэльс сбрасывали морковь и батат с вертолета. В тот год были лесные пожары, которые выжгли всю кормовую базу зверей. Многим животным удалось спастись в скалах, но вместо огня им угрожал голод. Поэтому австралийская служба по охране нацпарков раскидала с воздуха несколько тонн овощей, стараясь не попасть никому по голове. 240. Самая крошечная машина Pil P-50 была создана в Англии в 1962 году. В длину она была 134 сантиметра, в ширину 99 сантиметров.
В авто помещался один человек и мог разогнаться до 64 км в час. 241. На этом фото легендарный наклон в исполнении Майкла Джексона и его танцоров, бросающий вызов возможностям человеческого тела. Секрет этого трюка был в специально разработанной обуви. На подошве был установлен механизм, крепившийся на болт, вкрученный в пол, что позволяло артистам выполнять наклон, сохраняя баланс и создавая впечатление невозможного движения. Изобретение было запатентовано Джексоном в 1993 году. 242. Вот это взгляд. Этот парень точно не хотел сегодня вставать. Ирбисы – одни из самых совершенных охотников среди кошачьих. Их охотничий ринг – опасный ландшафт, а тактика добычи – выматывающая охота из засады и стремительное нападение. Неудивительно, что этим кошкам нужен многочасовой отдых и долгая медитация на уступе горы. Отсюда хищники не просто созерцают свои владения, но и высматривают новую жертву – стадо, спустившееся в долину или козерога, отбившегося от собратьев. Идеальный камуфляж – это способ выжить и передать свои гены дальше – чтобы такие пятнистые злюки снова и снова провожали стадо козерогов в долине своим тяжелым взглядом. 243. Когда Махараджа Джай Сингх посетил Роллс-Ройс в Лондоне, продавцы намекнули ему, что человек из третьего мира не может позволить себе такое авто. После этого он приказал купить 6 машин и отправил их на родину, где предоставил городскому муниципалитету, приказав с помощью Роллс-Ройсов подметать улицы и вывозить мусор, а также позаботившись о том, чтобы информация об этом достигла европейских газет. Фирма начала терять лицо. Разумеется, они официально извинились перед индусом и подарили ему еще машин. Только тогда он отозвал свои автомобили с этой позорной службы. 244. Сибирский поезд, 1900 год. Сделано в Санкт-Петербурге. С 1927 года в оружейной палате Кремля. В яйце находится разделенная на 3 секции модель паровоза длиной 39,8 см из золота, платины, бриллиантов розеточной огранки, рубинов и горного хрусталя. Паровоз и тендер выполнены из золота и платины, с рубиновым фонарем и бриллиантовыми фонарями. 5 вагонов выполнены из золота с окнами из горного хрусталя и имеют надписи «Почта», «Только для дам», «Курящие», «Некурящие» и «Часовня». У поезда есть золотой ключ, с помощью которого можно запустить часовой механизм, приводящий его в движение. 245. Мандарин Клементин Амоа-8, красный мандарин. Гибрид кровавого апельсина Моро и мандарина Авана представляет собой тангор, известный под названием Клементин Амоа-8. Плоды имеют яркий красный цвет. Причем пигментация присуща как кожуре, так и мякоти. Плод имеет небольшую выпуклость, его шейка немного сплющена. Кожица бугристая, легко отделяется. Мякоть легко делится на дольки, есть семена. Обладает очень сладким сбалансированным вкусом с нотками малины, ягод и легкой кислинкой. А аромат сочетает мандариновые и апельсиновые ноты. 246. Могила Христофора Колумба, кафедральный собор в городе Севилья. 4 мужчин, несущих его гроб. Короли 4 королевств, объединившихся в современную Испанию. Арагон, Кастилия, Наварра и Леон. 247. Это международный аэропорт Пекин-Дасин, открытый в 2019 году. Терминал имеет уникальную форму морской звезды, спроектированную Захой Хадид. Является одним из крупнейших аэропортов в мире по площади терминала. Находится в районе Дасин, примерно в 46 километрах к югу от центра Пекина. Аэропорт оснащен современными системами, включая регистрацию с искусственным интеллектом и посадку по распознаванию лиц. 248. Скалообразование Ал-Насла в Саудовской Аравии поражает своим идеально чистым расколом. Это интригующее разделение вызывает предположение. Могли ли древние общества использовать передовые технологии резки камня, или это результат необыкновенного природного явления? Что вы думаете о процессах или силах, которые могли создать такую замечательную трещину? 249. На этом редком снимке, сделанном фотографом Иэном Тернером, сова запечатлена в полете с полностью расправленными крыльями. Она с невероятной точностью поворачивает голову в сторону камеры.
Совы могут поворачивать голову на 270 градусов, и в этот момент их способность поворачивать голову создает эффект, который кажется почти нереальным. Еще более впечатляющим является то, как точно выбрано время съемки. Сфотографировать птиц в полете уже непросто, но поймать одну из них в момент разворота, идеально попав в кадр и установив прямой зрительный контакт, это то, с чем большинство фотографов никогда не сталкивались. Это один из тех редких моментов, когда подготовка сочетается с удачей и все складывается как нельзя лучше. 250. Счетная машина Филиппа Матеуса Гана. Это был первый калькулятор, способный складывать, вычитать, делить и умножать в одном устройстве и имевший аж 11 разрядов. Германия, герцогство Вюртемберг, 1770-1774 годы. На этом я бы хотел закончить это видео с 250 интересными фактами о мире для глубокого сна. Ну и уже по традиции для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. На древних Олимпийских играх спортсменов-мошенников штрафовали и на эти деньги возводили бронзовые статуи возле входа на стадион, на каждой из которых указывали имя обманщика и то, каким образом он пытался обмануть судей. Вот такими у нас получились 250 интересных фактов о мире для глубокого сна. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте большой палец вверх, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, большие пальцы вверх и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.